Тема последнего выступления Konami в честь 30-летия серии PES все еще не оставляет нас в покое, потому что вопросов осталось уж больно много после всего этого, и если вы помните, то сами Konami заявляли, что на этой выставке во время прямой трансляции Konami поделятся новостями касаемо будущих лицензий, связанных с eFootball 2026. Естественно, все стали ожидать, что же это за лицензии такие? Мадридский Реал, Ювентус, ПСЖ, какие-нибудь другие футбольные команды? И получилось так, что, по сути, Konami просто подтвердили ту же самую Боруссию, которая и без того была в одном шаге от возвращения к Konami, и также объявили о пролонгации и заключении соглашения с FIFA Pro и Ассоциацией футболистов. И если с Боруссией еще все более-менее понятно, это новый стадион, новая команда, форма, игроки, то вот в случае с этими двумя оставшимися соглашениями FIFA Pro и Ассоциации футболистов не все так однозначно, потому что, Konami как-то толком не объяснили, что именно это дает для игры и насколько важны подобные соглашения для будущего контента. И в сегодняшнем ролике с этим и предлагаю разобраться, поскольку здесь не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. И начнем мы с самого очевидного, а в частности с FIFA Pro, поскольку данное соглашение присутствовало у Konami и до нынешнего времени, еще задолго даже до eFootball, поскольку это самое что ни на есть основная базовая лицензия, которая и позволяет использовать внешность и фамилии футболистов. Все же мы с вами знаем, что лицензий по командам и чемпионатам у Konami не так много. И именно лицензия на FIFA Pro спасает ситуацию с тем, чтобы большинство игроков просто не пропало из игры. То есть у нас нет лицензии на английскую премьер-лигу, но у нас есть лицензия на всех игроков благодаря FIFA Pro. Поэтому фейковые команды, но настоящие футболисты. Если бы у Konami не было лицензии на FIFA Pro, то ситуация была такая же, как и в начале 2000-х, когда вроде бы есть сборные команды, но там сплошь фейковые игроки, которые ссылаются на настоящих. И в данном случае, я так понимаю, что просто произошла пролонгация данного соглашения, то есть они продлевают сотрудничество, продлевают возможность использования внешности и фамилий некоторых футболистов. Вот уже второе соглашение, которое было заключено с футбольной ассоциацией футболистов, выглядит, как по мне, более загадочно и не совсем понятно, но некоторые предположения уже успели появиться. Дело в том, что данная ассоциация затрагивает интересы английских и уэльских футболистов, то есть футболистов из Великобритании, и в том числе игроков английской премьер-лиги, причем всех футболистов, начиная от доморощенных англичан и заканчивая иностранными футболистами, которые играют за клубы АПЛ. И складывая дважды два в голове, мы можем прийти к выводу о том, что подобное соглашение каким-то образом может позволить использовать игроков из английской премьер-лиги для отдельных паков. Причем пока что не совсем понятно, но ходят слухи, что даже игроков прошлого, поскольку с этой ассоциацией связано несколько трофеев, которые вручали некогда таким футболистам, как Анри, Роналду и так далее. И, соответственно, на фоне всего этого уже пошли слухи о том, что легендарные игроки из АПЛ рано или поздно, но могут засветиться в eFootball. Речь идет про Тьерри Анри, про Джона Терри, Криштиану Роналду, и подкрепляется это еще тем фактом, что их фамилии якобы получили упоминание в рекламе китайской версии eFootball Mobile. Выглядит это все, конечно, жидко, тот же самый Джон Терри пока что опровергает свое появление, а поэтому все еще не до конца понятно, что же это такое и что же оно с собой привнесет. Но, как минимум, подобные рассуждения, подобные предположения уже имеют место быть. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Какой именно профит мы получим от второй лицензии с профессиональной ассоциацией футболистов? И карточки каких игроков из английской премьер-лиги вы хотели бы увидеть благодаря данному соглашению? Обо всем этом и не только пишите в комментариях. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые.
Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.